Федеральный закон о несостоятельности и банкротстве от 26 октября 2002 года номер 127 ФЗ. Статья 61.6. Последствия признания сделки недействительной. 1. Все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения. 2. Кредиторы и иные лица, которым передано имущество или перед которыми должник исполнял обязательства или обязанности по сделке, признанные недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 настоящего федерального закона, в случае возврата в конкурсную массу полученного по недействительной сделке имущества приобретают право требования к должнику, которое подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о несостоятельности и банкротстве после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований кредиторов. 3. Кредиторы и иные лица, которым передано имущество или перед которыми должник исполнял обязательства или обязанности по сделке, признанные недействительной на основании пункта 1 статьи 61.2, пункта 2 статьи 61.3 настоящего федерального закона и Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае возврата в конкурсную массу полученного по недействительной сделке имущества приобретают право требования к должнику, которое подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о несостоятельности и банкротстве. 4. В случае признания на основании статьи 61.3 настоящего федерального закона недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательства, а также по совершению иной сделки должника, направленной на прекращение обязательства, путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом, обязательство должника перед соответствующим кредитором считается возникшим с момента совершения недействительной сделки. При этом право требования кредитора по этому обязательству к должнику считается существовавшим независимо от совершения данной сделки. Если денежное обязательство, на прекращение которого была направлена указанная сделка, возникло до принятия заявления о признании должника банкротом, требования кредитора по этому обязательству к должнику не относятся к текущим платежам, и такой кредитор является конкурсным кредитором должника, а его требование считается заявленным в установленный срок и подлежит включению в реестр требований кредиторов. Если на момент включения требования кредитора по этому обязательству к должнику в реестр требований кредиторов расчеты с кредиторами третьей очереди не начались, расчеты по данному требованию осуществляются на равных условиях с требованиями кредиторов третьей очереди, заявленными до истечения 2 месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Если на момент включения требования кредитора по этому обязательству к должнику в реестр требований кредиторов расчеты с кредиторами третьей очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов, завершились, расчеты по данному требованию осуществляются за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов. Если на момент начала расчетов с кредиторами третьей очереди конкурсному управляющему известно о рассмотрении заявления о признании недействительной сделки должника, направленной на прекращение его обязательства, конкурсный управляющий обязан зарезервировать денежные средства в размере, достаточном для пропорционального удовлетворения требований кредиторов в той же очереди в отношении данного требования. Правила, предусмотренные настоящим пунктом, распространяются также на требования другой стороны сделки, признанной недействительной по основаниям, предусмотренным статьей 61.3 настоящего федерального закона, к должнику о возврате всего полученного должником по этой сделке имущества или возмещении его стоимости в деньгах. 5. Последствиям признания на основании пункта 2 статьи 61.2 или статьи 61.3 настоящего федерального закона недействительными договора должника с центральным контрагентом, а также действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих из такого договора, является возмещение убытков стороной по взаимосвязанному договору. При этом под взаимосвязанным договором понимается договор, заключенный с центральным контрагентом на основании оферты,
в том числе поданные на организованных торгах заявки, условия которой соответствовали оферте, в том числе поданные на организованных торгах заявки, на основании которой был заключен являющийся недействительным договор с центральным контрагентом. Пункт 5 введен Федеральным законом от 7 июля 2011 года номер 8 ФЗ.